Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию сумочки Moss. Moss переводится как мох, но мне показалось, что на английском это звучит более эстетично, поэтому я решила так назвать свою сумку. По размеру сумочка получилась длиной 30 сантиметров, высотой 20 сантиметров и длина ремешка 75 сантиметров. Эта сумка отличается не только своей эстетикой, очень красивым видом, а также сочетанием разных фактур. Здесь у нас трикотажная пряжа, фантазийная пряжа и пряжа травка. Также эта сумка отличается тем, что вяжется она очень легко и быстро, примерно за 2 часа. Материалы для вязания сумки: трикотажная пряжа, вторичка, вообще no name. Посмотрите, толщина нити примерно 4 сантиметра. Вес мотка около 500 грамм, и здесь около 150 метров, доподлинно неизвестно. Также фантазийная пряжа, или также она еще называется пряжа попкорн, вот в этом мотке 240 метров. По итогу у меня осталась еще половина мотка после окончания вязания. Поэтому могу точно сказать, что вам хватит вот такого мотка на 2 сумки. И пряжа Yarnart Samba. Это пряжа травка. В одном мотке 150 метров, 100 грамм. Мне понадобилось 2 мотка. Я долго думала, вязать в одну нитку или в 2. И все-таки решила брать 2 нитки одновременно. Поэтому 2 мотка нам понадобится по-любому. Потому что мы будем вязать в 2 нитки. И по итогу у меня немножечко осталось. Ну, это незначительно, так что могу сказать, что 2 мотка уходят точно. Для вязания крючок 8 миллиметров. И также сразу скажу, что нужен крючок 6 миллиметров для пришивания боковин. Фурнитура: магнитная кнопка пришивная, диаметр 18 миллиметров, 2 штуки. Я использовала цвет золотистый. Для крепления ремешка 2 колечка, внутренний диаметр 30 миллиметров. И также для ремешка нам понадобится 2 карабина, ширина отверстия 20 миллиметров. Фурнитуру можно приобрести в моем магазине на Wildberries, ссылка в описании. Итак, мы берем наши нитки, как я уже и говорила. Трикотажная пряжа 1 нить, фантазийная пряжа 1 нить и пряжа самбо мы берем сразу 2 нити. Для удобства положите пряжу в коробку, в одну или в разные, и вытягивайте оттуда в процессе вязания. Мы оставляем длинный кончик примерно 50 сантиметров. И далее сразу начинаем набирать цепочку воздушных петель. Начиная с самой первой петли отсчитываем всего 16 воздушных петель.
Измеряем цепочку, получается 25 сантиметров. Я не знаю, зачем это надо, но многие просили измерять цепочку, поэтому я теперь так делаю. Вяжем первый ряд, пропускаем первую петлю и в следующую петлю за заднюю полупетельку вводим крючок и вяжем крючком столбик без накида. Так продолжаем. Вяжем крючком столбиками без накида, всего 15 петель. Обратите внимание, если вы неопытный еще вязальщик, то у нас на крючке петля короткая, а вторая петля длинная, и мы вытягиваем короткую петлю. То есть получается так, что верхушки петель должны быть плотные, короткие, тогда полотно будет получаться ровное. Итак, мы продолжаем вязать крючком до конца ряда, всего 15 столбиков без накида. Мы закончили первый ряд. В конце каждого ряда мы делаем одну воздушную петлю для подъема следующего ряда. Продолжаем. Вяжем крючком второй ряд. Вводим крючок за обе полупетли и делаем столбик без накида. Здесь такая же схема. Первая петля короткая, вторая длинная и вытягиваем короткую петлю. Продолжаем. Всего до конца ряда вяжем крючком 15 столбиков без накида. Ну и давайте еще свяжем крючком третий ряд. Вяжется он точно так же, как и второй ряд. Вводим крючок за обе полупетли и делаем столбик без накида. Итак, продолжаем до конца ряда, всего 15 столбиков без накида. Мы закончили третий ряд и далее продолжаем. Всего вяжем крючком в высоту 28 рядов. Мы закончили 28 рядов по 15 столбиков без накида в каждом ряду. У нас должно получиться вот такое ровное, одинаковое по ширине и в начале, и в конце прямоугольное полотно. Вот так мы отсчитываем ряды: 1, 2, 3, 4 и так далее. Давайте измерим полотно. Длина 43 сантиметра и ширина отличается от цепочки. Ширина сейчас 26 сантиметров. Забегая вперед, скажу, что ширина всей сумки получилась 30 сантиметров, поэтому измерять цепочку я не вижу смысла. Ну ладно, раз люди просят, пусть так будет. Оставляем кончик 50 сантиметров, отрезаем нитку и закрываем последнюю петлю. Я не сделала в конце узелок, потом об этом пожалела. Лучше сделать узелок в конце. Итак, два кончика по 50 сантиметров. Далее мы вяжем крючком боковины сумки. Кончик нити оставляем короткий, набираем цепочку 5 воздушных петель. Пропускаем первую петлю и далее вяжем крючком 4 столбика без накида за задние полупетли. В конце каждого ряда делаем одну воздушную петлю. Затем поднимаем кончик нити наверх и в следующем ряду мы спрячем его внутри петель. В следующем ряду вяжем крючком 4 столбика без накида
При этом вводим крючок за обе полупетли и, как я уже говорила, прячем кончик нити внутри петель. Не забываем воздушную петлю. И далее продолжаем все остальные ряды, вяжем крючком точно так же по 4 столбика без накида в каждом ряду. Итак, мы продолжаем, в высоту вяжем всего 12 рядов. Мы закончили 12 рядов по 4 столбика без накида в каждом ряду. Оставляем кончик нити 50 сантиметров и отрезаем нитку. Закрываем последнюю петлю. Здесь, кстати, тоже стоило бы сделать в конце узелок. Точно такую же мы вяжем крючком вторую боковину. Итак, у нас есть две одинаковые боковинки для сумки. Здесь мы тоже оставили длинный кончик 50 сантиметров и отрезали нитку. Далее мы пришиваем боковины к сумке. Во-первых, нам нужно посмотреть, где у нас внешняя сторона сумки, чтобы легче было пришивать. Вот смотрите, после первого ряда идет рисунок, полосочки поперечные. И с другой стороны тоже после первого ряда идет рисунок. Это у нас внешняя сторона сумки. Отсюда мы отсчитываем 12 рядов. Далее у нас 4 ряда. Первая и четвертая петля отмечены маркером. Это донышко сумки. И остается еще 12 рядов до конца. Это вторая сторона сумки. Точно так же здесь 12, 4 и 12. И вот так у нас будет стоять сумка. 4 петли на донышко и 12 на боковину. Теперь смотрим, здесь у нас тоже 12, здесь 4. Я их также отметила маркерами для удобства соединения. И вот так у нас будет присоединяться боковина. 12, 4 и 12. Теперь мы берем новую нитку. Все то же самое. Трикотажная пряжа, фантазийная пряжа и 2 нити пряжи самбо. Примерно 2,5 метра нужно. Сразу оставляем 50 сантиметров, чтобы они у нас в общем потоке свисали. И теперь начинаем соединять. Здесь мы смотрим, чтобы у нас на внешней стороне был такой же рисунок петель, как и на сумке. То есть после первого ряда идут полосочки. Вначале мы берем верхние и крайние петли и соединяем их друг с другом. Здесь еще такой важный момент. Если вам неудобно работать крючком номер 8, возьмите крючок потоньше, о котором я говорила ранее. У меня это крючок номер 6. И далее мы продолжаем порядно соединять. Каждый ряд соединяем с таким же рядом на другой детали. И вот эта длинная нить, которая у нас осталась, мы ее просто как будто иглой вытягиваем через петли. Здесь у нас было 12 петель, поэтому нам нужно сделать 12 стежков, чтобы соединить до того места, где стоит маркер.
Итак, мы продолжаем. Далее до маркера это у нас 12 петель. Мы закончили. Далее у нас идет здесь 4 петли и здесь 4 петли. Мы их соединяем такими же обычными стежками. Ну и оставшиеся 12 петель мы соединяем уже самостоятельно. Мы умеем это делать. И давайте встретимся в конце этого участка. Итак, я закончила последние 12 петель. Единственное, здесь наверху я хотела вам показать, что нам нужно еще раз, как в начале, присоединить друг к другу верхние боковые петли. В конце я делаю еще один закрепляющий стежок, чтобы нитка не распускалась. Лишнюю нить отрезаю. Точно так же присоединяю вторую боковину сумки. Далее мы пришиваем магнитные кнопки. У меня две кнопки, я их буду располагать не в середине и не по краям, а немножечко вот симметрично на одинаковом расстоянии от края сумки и на одинаковом расстоянии между собой. То есть делим ширину сумки на три части. Для пришивания я использую прозрачную мононить, нейлоновая нить. Она по толщине точно такая же, как и обычная швейная нить. Ее можно приобрести в любом швейном магазине. И далее пришиваю магнитную кнопку вручную
на все 4 отверстия к сумке можно пришивать либо вот так по одной стороне, не прокалывая сумку насквозь, либо вы можете, в принципе, прокалывать сумку насквозь, выводить иголку наружу и потом обратно вводить ее вовнутрь. Снаружи ничего видно не будет, во-первых, потому что нитка прозрачная, а во-вторых, потому что у нас такая фактура сумки, в которой ничего не будет видно, даже если нитка будет обычная. Итак, мы пришили одну кнопочку, и теперь точно так же мы пришиваем и вторую кнопку тоже. Далее на остаток пряжи я вяжу крючком ремешок. Оставляем кончик нити примерно 20 сантиметров, набираем цепочку 3 воздушные петли. Пропускаем первую петлю и далее вяжем крючком 2 столбика без накида. В конце каждого ряда делаем одну воздушную петлю. И так далее продолжаем вязать на необходимую нам длину. Мне получилась длина ручки примерно 60 сантиметров, 45 рядов. Итак, у меня закончилась трикотажная пряжа. Как раз примерно 20 сантиметров осталось, поэтому я отрезаю оставшиеся ниточки, закрываю последнюю петлю и далее нам нужно будет с вами пришить карабины к ремешку. Прикладываем карабин позади ручки и с помощью крючка номер 6 пришиваем их к последним петлям. Оставшийся кончик нити нужно спрятать внутри петель. И точно так же пришиваем второй карабин. Наша ручка готова. У меня получилась общая длина примерно 75 сантиметров. Теперь я просто перевожу нитки на одну сторону, чтобы они свисали единым пучком. И я решила в середине, на боковине, сделать еще побольше пучок ниток. Поэтому беру оставшуюся нить уже без трикотажной пряжи. Если у вас есть трикотажная, ее тоже можно использовать. И вот примерно 110 сантиметров отрезаю полоску пряжи. И таких ниточек я делаю 10 штук. Собираю их в один пучок. Завожу крючок через боковину изнутри наружу и формирую петлю. И теперь пучок ниток протягиваю через петлю и таким образом закрепляю их на боковине сумки.
Теперь все ниточки, которые у нас были на сумке и которые я присоединила, свисают единым пучком. Внизу выравниваю длину ниток, чтобы они все были одинаковые. И точно так же делаю с противоположной стороны сумки на второй боковине. И теперь мне осталось только присоединить колечки к сумке. И затем к колечкам присоединяю ремешок. Итак, моя сумочка готова. Полностью закончила вязание. Еще также внутрь сумки можно пришить подкладку. Примерно, цвет хаки сюда хорошо подошел бы. Но также прикольно очень использовать эту сумку без подкладки. Давайте еще раз измерим нашу сумку. И получается длина примерно 30 сантиметров. И высота сумки 20 сантиметров. Длина ручки 75 сантиметров. Я надеюсь, вам понравился этот видео-мастер-класс. Делитесь вашими работами в Инстаграме. Отмечайте меня на ваших видео и фото. Мой аккаунт в Инстаграм nitka.kz. Также можете отмечать меня в ТикТоке. А я желаю вам приятного вязания крючком, красивых сумочек и до новых встреч!